Представьте себе это. Переполненный аэропорт в Португалии внезапно погружается в мертвую тишину, когда человеческое тело ударяется о пол. Чингук падает прямо у ворот прибытия, посреди моря камер и кричащих фанатов. В следующую же секунду Ви Тэхён прорывается сквозь барьеры так, словно для него не существует ничего, кроме Чингука. Их объятие кажется мимолетным, но его достаточно, чтобы заставить всех одновременно впасть в панику и замолчать. Досмотрите до конца, потому что есть одна маленькая деталь, которая меняет всю ситуацию. Тем утром в Лиссабоне воздух был прохладным, но толпа фанатов уже пылала от восторга. Трепетали фиолетовые баннеры, сияли лайтстики, хотя солнце еще не взошло высоко. Охранники снова и снова напоминали всем оставаться за обозначенной линией. Некоторые фанаты сжимали телефоны дрожащими руками, ожидая встречи хотя бы на долю секунды. На фоне толпы звуки катящихся чемоданов и объявления аэропорта сливались в единый гул. Все затаили дыхание, когда автоматические двери начали медленно разъезжаться. Сначала появилась небольшая группа персонала, проверяющая маршрут и сигнализирующая, что все безопасно. Затем показался Чингук, кепка закрывала часть его лица, но улыбка все равно была видна. Ви шел рядом, его шаги были спокойными, а взгляд метался по сторонам, словно он просчитывал риски. Фанаты выкрикивали их имена, и звук рикошетил от стеклянных стен. Чингук поднял руку, быстро помахав, стараясь быть приветливым, хотя и выглядел уставшим. В тот момент никто не думал, что день вот-вот превратится в кошмар. Они прошли всего несколько метров, когда Чингук внезапно замедлился. Его плечи поникли, и казалось, будто он с трудом сглатывает воздух, который удерживал слишком долго. Одна рука коснулась шеи, словно он искал пульс или боролся с головокружением. Ви резко обернулся, его выражение лица мгновенно сменилось с расслабленного на настороженное. Фанаты все еще кричали, не замечая этих маленьких тревожных знаков. Пока шаги Чингука окончательно не сбились, и мир, казалось, не накренился. Чингук даже попытался улыбнуться, словно хотел убедить всех, что он в порядке. Но его колени подогнулись, тело завалилось вперед, а маленький чемодан с грохотом протащился по полу. Шокированный возглас «Ох!» вырвался из толпы, за которым последовал тяжелый звук падения. В мгновение ика Чингук рухнул, не драматично, а так, будто у него просто отключили питание. Некоторые фанаты инстинктивно бросились вперед, другие застыли, не веря своим глазам. И именно тогда Ви побежал, по-настоящему побежал, сокращая дистанцию. Ви замахал рукой, приказывая людям отойти. Он бросил сумку, присел и подхватил голову Чингука, чтобы та не ударилась о пол. Объятие было крепким, не для камер, а чтобы удержать тело, теряющее силы. Лицо Ви было напряжено, челюсти сжаты, а глаза лихорадочно искали помощь. Фанаты начали паниковать, их крики сменились рыданиями, а щелканье затворов становилось все более неистовым. Аэропорт, который только что гудел, внезапно заполнился одними и теми же словами «Вызовите врачей». Кто-то в первом ряду схватился за грудь, тяжело дыша и почти теряя сознание. Другие вцепились в перила, закрывая рты руками и сдерживая рыдания. Кто-то настойчиво подносил телефоны ближе, продолжая снимать. Другие, наоборот, в ужасе выключали камеры. Охрана образовала кольцо, пытаясь сдержать волну людей, хаотично рвущихся вперед. Ви не поднимал головы, тихо разговаривая с Чингуком, словно звал его обратно. А Чингук, все еще неподвижный, заставлял эти секунды казаться часами. Наконец прибыли парамедики с сумкой и складными носилками. Их шаги были быстрыми и уверенными. Они проверили реакцию Чингука, проследили за дыханием и снова звали его по имени. Ви немного отступил, но остался рядом, его рука ни на секунду не покидала плечо Чингука. Один из сотрудников попросил освободить место, но это было трудно, толпа тянулась к центру, как магнит. Объявления аэропорта звучали глухо, заглушаемые слоями паники. Посреди хаоса Ви высоко поднял руку, снова подавая сигнал «Спокойствие». Чингук наконец зашевелился, его веки дрогнули, словно он пытался пробиться сквозь туман. Дыхание было тяжелым, и он сглатывал, словно борясь с тошнотой.
Ви тут же наклонился ближе и позвал его по имени более мягким голосом. Фанаты, заметив это крошечное движение, закричали от радости, но радость тут же сменилась тревогой. Парамедики попросили Чингука оставаться лежать и предупредили, чтобы он не вставал слишком рано. Но заметнее всего было другое. Растерянный взгляд Чингука искал Ви. Ви встретил этот взгляд и пододвинулся ближе, закрывая лицо Чингука от вспышек и камер. Он сменил положение, превратив свое тело в стену, чтобы у Чингука было хоть немного личного пространства. «Не снимать!» — кричал охранник, но некоторые телефоны оставались поднятыми. Кто-то даже залез на край барьера, чтобы снять поближе. Напряжение росло, и охрана начала оттеснять первый ряд. В этот момент паника фанатов переросла в конфликт, который было почти невозможно контролировать. Один из сотрудников вызвал машину аэропорта, чтобы отвезти их во внутренний медицинский центр. Носилки разложили, ремни застегнули, и Чингука осторожно, медленно переложили. Ви шел рядом с носилками, придерживая раму одной рукой. Его взгляд ни на секунду не отрывался от лица Чингука, словно он боялся потерять концентрацию. Фанаты плакали, выкликая имя Чингука, кто-то молился, кто-то поддерживал друзей, чтобы те не упали. Когда носилки начали движение, толпа тоже пришла в движение, подобно волне. Охрана расширяла проход, создавая аварийный коридор своими телами. Эхом отдавался звук быстрых шагов, колеса носилок мягко поскрипывали по глянцевому полу. Ви на мгновение взглянул на толпу и слегка покачал головой, словно прося прекратить давку. Некоторые фанаты наконец отступили и опустили телефоны с чувством вины на лицах. Но в конце коридора сработала вспышка, слишком близко и слишком ярко. Чингук вздрогнул, зажмурившись, и Ви мгновенно накрыл его глаза рукой. Они достигли служебной двери, куда публике вход воспрещен, и атмосфера немного успокоилась. Как только дверь закрылась, шум снаружи словно отрезало, оставив тяжелую тишину. Парамедики измерили давление и температуру, затем подали кислород через небольшую маску. Ви стоял у кровати, все еще часто дыша, его плечи были напряжены. Чингук наконец сел, опустил голову и сцепил руки, словно сдерживая дрожь. И тогда Чингук прошептал первые слова, которые заставили всех вздрогнуть. «Мне жаль», — сказал Чингук хриплым, едва слышным голосом. Ви тут же поднял взгляд, резкий, словно не принимающий этих слов. «Не извиняйся», — ответил он тихо, твердо, но тепло. Медики убеждали Чингука успокоиться и спрашивали, успел ли он поесть и нормально выспаться. Чингук неуверенно кивнул, понимая, что ответ звучит неубедительно. За пределами комнаты слухи уже распространялись быстрее фактов. В публичной зоне телефоны разрывались от сообщений, Чингук потерял сознание. Кто-то писал преувеличенные догадки, другие выкладывали обрезанные видео без контекста. Фанаты, не бывшие свидетелями, тоже паниковали, пересылали сообщения по цепочке, звонили друзьям. Некоторые местные СМИ начали расспрашивать персонал аэропорта, ожидая заявления. Охрана ужесточила доступ, делая обстановку еще более напряженной и запутанной. И как раз когда слухи достигли пика, Ви сделал то, чего никто не ожидал. Он ненадолго вышел в служебный коридор и попросил разрешения подать знак фанатам. Без лишних слов он поднял ладонь, простой жест «Ждите». Он выглядел изможденным, но его глаза ясно просили всех успокоиться. Некоторые фанаты заплакали, увидев его, потому что это выражение лица не было выражением лица айдола на сцене. Это было лицо человека, который искренне боится потерять того, кого защищает. Через несколько секунд шум снаружи утих, по крайней мере, настолько, чтобы они могли вздохнуть. Вернувшись в медицинский кабинет, Чингук пришел в себя, но его тело все еще было слабым. Он попытался сесть, затем поморщился, словно голова все еще кружилась. Медики попросили его пить понемногу и снова проверили его состояние. Ви помог ему опереться на подушку, двигаясь осторожно, почти так, будто боялся прикоснуться слишком сильно. Чингук посмотрел на него и слабо улыбнулся, улыбкой, которая успокоила Ви больше, чем самого Чингука. Но это чувство безопасности длилось недолго, раздался громкий стук в дверь.
Вошел сотрудник с серьезным лицом и сообщил, что толпа снова начинает напирать. Некоторые фанаты падают в обморок от паники, другие пытаются прорваться внутрь, напряжение растет. Ви мгновенно встал, и Чингук рефлекторно дернул его за рукав, удерживая. Их взгляды встретились, один хотел защитить, другой боялся сделать еще хуже. Персонал предложил другой путь отхода, способ выбраться, не провоцируя толпу. Решение нужно было принимать быстро, пока обстановка снаружи не стала еще хуже. Они разработали план выйти через служебную дверь к закрытой машине. Чингуку дали куртку потеплее, маску и пониже натянули кепку. Ви шел впереди, проверяя углы и следя за тем, чтобы не было щелей для камер. Двое охранников шли по бокам, их шаги были синхронными, не оставляя места для неожиданностей. Чингук шел медленно, но теперь Ви держал правильную дистанцию, близко, но не слишком. Служебный коридор был длинным, и каждый шаг звучал как отсчитанная секунда. За последним поворотом они услышали отдаленный шум, знак того, что толпа все еще ищет. Чингук остановился, прижал ладонь к стене и выровнял дыхание. Ви тут же обернулся, схватил его за плечо и поймал его взгляд, чтобы удержать концентрацию. «Смотри на меня», вот что было написано на лице Ви без слов. Чингук слегка кивнул и снова пошел, увереннее, чем раньше. Когда открылась служебная дверь, ворвался поток холодного воздуха, запах свободы и риска одновременно. Машина аэропорта уже ждала, дверь быстро открылась, двигатель работал. Чингук сел первым, затем Ви, и решительным движением закрыл дверь. Сквозь темное стекло они увидели нескольких бегущих вдалеке людей, опоздавших на пару секунд. Звуки снаружи затихли, как волна, наконец отступившая от берега. Чингук откинул голову назад и закрыл глаза, а Ви выдохнул долгий вдох, который сдерживал все это время. Но как только машина тронулась, Чингук сказал то, что снова заставило Ви напрячься. «У меня потемнело в глазах», – тихо сказал Чингук, словно стесняясь признать, насколько хрупким было его состояние. Ви повернулся, посмотрел серьезно и кивнул, словно отложил эту деталь на потом. Он взял бутылку воды, открутил крышку и протянул ему обеими руками, чтобы не пролить. Чингук сделал пару глотков и выдохнул, на этот раз более ровно. Они сидели близко на узком сиденье, почти не разговаривая, потому что слова казались лишними. Тишина была теплой, как одеяло, укрывающее от страха последних мгновений. Тем временем снаружи фанаты продолжали спрашивать друг друга, с ним все хорошо? Кто-то сожалел, что рвался вперед, понимая, что их паника могла сделать ситуацию только хуже. Другие начали напоминать всем в сети, конфиденциальность, личное пространство и безопасность стоят на первом месте. Но оставались и аккаунты, гоняющиеся за сенсациями и перекручивающие историю ради кликов. Посреди столкновения мнений один простой пост очевидца стал переломным моментом. Объятие Ви не было игрой на публику, он искренне защищал его, гласил он, и многие замолчали. Машина остановилась в безопасной, охраняемой зоне вдали от общественных маршрутов. Медики снова осмотрели Чингука, убедившись, что не упустили ничего серьезного. Ви стоял рядом, уже более спокойный, но следы паники все еще таились в его глазах. Чингук показал небольшой палец вверх, простой знак того, что ему лучше. Ви, наконец, слабо улыбнулся, улыбкой, в которой было больше облегчения, чем радости. Но прежде чем все закончилось, им предстояло принять одно решение – сообщить новости или подождать. Менеджер предложил краткое заявление, чтобы остановить дальнейшее распространение слухов. Ви посмотрел на Чингука, словно безмолвно спрашивая, «Ты сможешь это сделать?» Чингук слегка кивнул, затем на секунду закрыл глаза, собираясь с силами. Они согласились, сообщение должно успокоить людей, без деталей, которые могли бы подпитать спекуляции. Снаружи фанаты все еще ждали, и время казалось натянутой струной. И вот сообщение наконец вышло, короткое, ясное и достаточное, чтобы унять бурю. Чингук в стабильном состоянии и отдыхает, такова была суть. Фанаты, прочитав его, мгновенно вздохнули с облегчением, многие плакали, когда напряжение спало. Некоторые постили извинения,
обещая быть более организованными в случае новой встречи. Ви вернулся в комнату отдыха и бесшумно сел рядом с Чингуком. Чингук посмотрел на него и прошептал «Спасибо». На этот раз это было не извинение, а признание. Ви просто кивнул и осторожно похлопал его по плечу, словно говоря «Ты не один». В ту ночь аэропорт вернулся к своему привычному ритму, но история того дня надолго останется в памяти многих. Не из-за сенсации падения, а из-за того, как одно объятие превратило панику в защиту. Фанаты поняли, что дистанция может быть самой зрелой формой любви, а не барьером для близости. Чингук понял пределы возможностей организма и то, что признание усталости – это не слабость. Ви понял, или, возможно, знал давно, что присутствие в момент кризиса говорит громче сладких слов. А вы, кто дочитал эту вымышленную историю до конца, помните одну вещь – айдолы тоже люди.